Доброго дня, коллеги! Сегодня наша марка будет наклеена на конверт с материалами 10-го съезда адвокатов. Если выражаться менее образно, то мы попытаемся получить ответы на несколько интриг вокруг этого мероприятия. Из массы адвокатских чатов, групп в социальных сетях, кулуарных бесед я выделил несколько вопросов, которые возмущали одних и вызывали раздражение у других, то есть у организаторов съезда, тех, кому эти вопросы были направлены. Итак, вот о чем пойдет речь. Первое. Как проходила подготовка пакета документов, выносимых на голосование съезда? Почему кулуарно, без широкого обсуждения? Второе. Почему делегаты съезда сплошь президенты адвокатских палат субъектов, а не общественность? Третье. Почему на съезд не были допущены все желающие, хотя бы как зрители? Почему бы не сделать Всероссийский съезд адвокатов через Zoom и организовать всероссийское голосование? Четвертое. Почему оппозиционные СМИ не приглашались на съезд? Пятое. Почему приняли поправки в Кодекс этики, которые укрепляют диктатуру одних против диктатуры других? И почему не сняли этот вопрос голосования, когда петицию обращения к съезду подписали сотни адвокатов? Шестое. Зачем и за чей счет банкет после съезда? Итак, к первому вопросу о кулуарности подготовки документов к съезду. Прочел тут на News.ru интервью нашего коллеги Калоя Ахильгова. Он обращает внимание на отсутствие широкого обсуждения поправок в профессиональной среде. По его мнению, как тут написано, любые изменения, особенно такие спорные, должны приниматься после глобальной дискуссии. Ахильгов говорит, что возможность высказаться была на сайте ФПА, однако мало кто из коллег о ней знал. Земляне, говорит простатник Воган Джельц из Галактического гиперпространственного совета. Как вы, наверное, знаете, планы развития окраинных районов галактики включают строительство магистрали через вашу звездную систему. И ваша планета подлежит немедленному сносу. Не притворяйтесь, будто вы не в курсе. Планы и приказ на уничтожение висели в вашем местном бюро планирования на Альфе Центавре 50 земных лет. Если вы не удосужились поинтересоваться, это ваша беда. Апатичная планета. Ни капли не жаль. Коллеги, в самом деле, когда все цивилизации уже давно пользуются информационными ресурсами, а план застройки висит 50 лет в вашем бюро планирования на Альфа Центавра, то есть на сайте ФПА, то не притворяйтесь, что вы не в курсе. Вот я лично читал про рабочие группы и о том, как собирались позиции палат и адвокатов по вопросу кодекса. На сайте ФПА висели объявления о приеме предложений. Кто ж виноват, что никто не читает рупор ФПА? Кстати, пользуясь случаем, расскажу. Неоднократно я был на различных адвокатских мероприятиях и слышал от коллег, выступающих с трибуны, мол, мы пишем в Минюст, а нас не слышат, наши обращения остаются где-то там на уровне исполнителей и не доходят даже до руководителя департамента. И я всегда после таких выступлений карабкался на трибуну и говорил: коллеги, вот я с 2011 года вхожу в общественный совет при Минюсте России как главный редактор электронного средства массовой информации «Законие». У «Законии» с 3 декабря 2010 года соглашение с Минюстом официальное о мониторинге правоприменения. Я не просто имею право собирать предложения от коллег, касающиеся изменения законов, я обязан ежемесячно это делать и в Минюст передавать. Уже более 100 отчетов с примерами из практики я положил на стол министру юстиции. И когда я говорю с трибуны коллегам, мол, ребят, а чего вы не заходите к нам на ресурс, не присылаете нам свои предложения на электронную площадку, у которой есть, как, извините, у Дубровского и Маши специальное дупло для обмена записочками с Минюстом. Коллеги пожимают плечами и делают вид, что меня не слышат. Потому что каждый, видимо, хочет, чтобы к нему позвонили, его спросили, прочли у него на Фейсбуке, что он думает по тому или иному поводу. Потому коллега настолько занят, что не смотрит ни на сайт ФПА, ни на сайты адвокатских средств массовой информации, ни на сайт Закония, извините, площадки мониторинга всего лишь правоприменения для Минюста России.
Вот, кстати, праведное возмущение участника съезда и вице-президента ФИПА Михаила Толчеева по поводу кулуарности подготовки. Тем более мне обидно то, что мы призывали всех к обсуждению. Мы достаточно широко обсуждали у себя в палате. Как вы знаете, мы проводим и очно, и при этом мы с началом пандемии очень много средств вот этих электронных всех внедрили. Мы проводим ВКС, мы широко с привлечением всех на сайте размещали, пожалуйста. А теперь основной же посыл этого, что с ними это не обсудили, поэтому не обсуждаете это на съезде. Но да, я согласен, что я к Жене Шангареву домой я не приезжал. И ко всем остальным подписантам с предложением обсудить. Но объехать 80 тысяч адвокатов весьма проблематично. Настолько широкого обсуждения действительно давно уже не было. Ко второму вопросу. Почему делегаты съезда президенты палат, а не адвокатская общественность? Ну, действительно, подавляющее большинство были президенты палат. Я это лично видел. Приехавшие прославлять своих лидеров из ФИПА. Ты хотел стать королем камеры хранения. Но почему так? Вот меня, например, не выбрали делегатом съезда. И, кстати, почему? Отвечает Евгений Галактионов, президент адвокатской палаты Калининградской области, член комиссии ФИПА по этике и стандартам, делегат 10-го съезда. Во-первых, пандемия. Это первый съезд, где было такое маленькое представительство. Как правило, насколько я помню, все съезды мы были делегатами, в том числе калининградские адвокаты, включая меня, всех съездов, в том числе и учредительного, где норма представительства у нас была все время 3 делегата от субъекта федерации, и у нас все делегаты всегда избирались на конференции, и, естественно, избирались в том количестве, которое было предложено. Делегация, причем делегация сама определяла, кто будет делегатом с решающим голосом. Вот это единственный съезд, который был, я надеюсь, такого больше никогда не будет, когда было такое малое представительство. Но поскольку пандемия, хорошо, что хоть так собрались. Поэтому на самом деле съезд не был съездом президентов, был съезд делегатов адвокатских палат. Ну а то, что избрали президентов адвокатских палат, это та степень доверия, которая была оказана президенту палат. Почему бы не пустить на съезд всех желающих? Это третий вопрос нашей повестки дня сегодня. У меня как-то было дело родительского комитета одного школьного класса против одной дамы, которая прочла в законе, что имеет право присутствовать на уроках со своим чадом, ну то есть контролировать учебный процесс в школе. И прям так приходила в школу и такой походкой революционера проходила в класс, ну, чтобы реализовать свое законное приоритетное право на обучение и воспитание ребенка. Тоже мне нашлась воспитательница. У самой голова фарфоровая, туловище ватой набито, а еще туда же воспитывать. Школа, чтобы избежать скандала, пропускала такую мамашу на уроки, но тут возмутились родители других детей, мол, а что-то она ходит и мешает урокам. И как ей запретить-то без скандала? Ларчик открывался просто. У школ есть санитарные нормы для классов, квадратные метры площади, кубические метры для воздуха. И если к каждому ученику придет по 2 родителя, ну или даже по 1, то будут нарушены санитарные нормы. Что-то такое произошло и на этом съезде. Об этом говорилось в средствах массовой информации. Роспотребнадзор ограничил площадку информагентства «Россия сегодня» 100 посетителями мероприятия. Да и, насколько я знаю, до последнего не было ясно, проводить съезд очно или по ВКС. И, кстати, трансляция со съезда была. Ее запустили на сайте с 14 часов, по-моему, когда дошла очередь до самого интересного, до обсуждения сметы, поправок в Кодекс профессиональной этики адвоката, а также вопросов обновления органов адвокатского самоуправления. Мне редактор «Законней» доложила, что она и журналисты федеральных СМИ писали новости по этой трансляции, а про то, что там было до 14 часов, тоже не стало тайной, и им дали полный отчет
который зачитывался в первой части вот этого съезда. Тут, кстати, к вопросу об оппозиционных СМИ, которых на съезд не допускали. Лично я не знаю, что такое оппозиционные СМИ в нашей среде, в адвокатской. Но в законе тоже не пустили. Я попросил аккредитацию за неделю, мне в пресс-службе ФПА рассказали про этих 100 человек на мероприятии и вежливо отказали. Я особо не расстроился, времена-то ковидные. На днях вот я, как главный редактор электронного СМИ, попросил Мосгорсуд разрешить присутствовать в судебном заседании по одному делу, за которым мы следим в рамках мониторинга правоприменения и спецпроекта. Пресс-служба Мосгорсуда ответила не менее вежливо, что из-за ковида только участники процесса. Видеосъемка запрещена, ну, мол, пожалуйста, снимайте интервью у входа, если хотите, а аудиозапись процесса мы вам сами пришлем. И, кстати, уже на следующий день Мосгорсуд прислал полную аудиозапись судебного заседания. И если честно, то такой сервис независимому СМИ выгоднее. То есть сиди у компьютера, твори статьи, новости, никуда ездить не надо. Вероятно, оппозиционные СМИ как-то по-другому ведут работу, но, повторюсь, реально не понимаю, что такое оппозиционные СМИ, когда закон о средствах массовой информации говорит только о так называемых независимых. А вот что касается идеи массового веча, когда каждый может высказаться и голосовать через Zoom, ну, тут, конечно, стоит задуматься. Я лично не против участия в съезде через платформу Zoom. Ну и если быть до конца откровенным, почувствовать себя хоть на минуту творцом истории, каждый бы не прочь. Районы пойдут. Басманный район, Ананин, Кулевский, Бауль, Козлов, Баранов, Банквицер, Коркин. В принципе, если задуматься, то современные технологии позволяют нам сегодня принимать вообще все законы не через народных представителей, депутатов, а через Zoom, путем прямого голосования. Но, вероятно, имеет смысл пересмотреть действующую систему голосования в Думе, вообще выборы в Думу через представителей, вести прямое народное правление хотя бы в части принятия законов. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки, встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу, бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. Кстати, я тут подумал, если кому-то интересно участвовать в съезде адвокатов, то тогда просмотров трансляции этого съезда должно быть много, ну по простой статистической логике. Знаете, сколько было просмотров на YouTube записи трансляции прошедшего съезда? С 16 апреля по 26, то есть за 10 дней, это юбилейное и важное событие собрало аж 900 просмотров. Из 80 тысяч потенциальных участников будущего съезда проявили интерес к состоявшемуся меньше 1000, то есть один человек из 80. Вот вам и норма представительства на будущий этот съезд в колонном зале Дома Союзов. Я, кстати, трансляцию посмотрел в части принятия поправок в Кодекс этики. В прошлом выпуске нашей марки, месяц назад примерно, я об этом говорил. Ну, считай, принимал участие в общественном обсуждении поправок. Так вот, Генрий Маркович Резник выступил за одну из поправок и против другой. По ряду поправок у нас проходили очень долгие дискуссии. Отрабатывались формулировки. И что сейчас выносится, это результат вообще абсолютно демократического подхода. Потому что 4 поправки, по которым у нас нет консенсуса, не было консенсуса в рабочей группе, абсолютно правильно принято решение вынести на отдельное голосование. Что касается вот тех поправок, которые оспариваются вот в этой резолюции, которая принята и подписана, то я вообще должен все-таки сказать, что ну также нельзя игнорировать некоторые базовые основы профессии. Ну, право, не обижайте, Дмитрий Николаевич, но вот сейчас сказали, это как же так? Это запрещается? Да я буду порицать преступные действия, которые я считаю абсолютно невозможными. Я цитирую текст. Адвокату следует воздерживаться
от публичного, не связанного с участием в судопроизводстве, порицания, внимание, подозреваемых и обвиняемых лиц. Это ж каким же образом, интересно, подозреваемых и обвиняемых приравнивают к преступникам и начинают порицать. Вот как правильно было сказано, рядовой гражданин это может делать. Даже журналисты не связаны презумпцией невиновности, но мы-то, адвокаты. Вот еще одно мнение насчет вызвавшей споры поправки о предостережении. А чем мне помогут поправки в кодекс? А почему вы решили, что поправки вообще в кодексе должны содержаться только управомочивающие нормы? Там могут быть и регулятивные, и запретительные. И, собственно говоря, если есть нормы, которые могут предостеречь от каких-то нарушений правил профессии, то это тоже хорошо. Это не значит, что они ничем не помогают. Поэтому сугубо утилитарный подход, вот что, так сказать, я могу использовать в качестве своих прав, игнорируя обязанности, мне кажется, что это неправильный подход к кодексу профессиональной этики. Ну и мой любимый вопрос насчет банкета после съезда. Это с чего, мол, и за чей счет? Как можно употреблять и гулять, когда голодает Ангола и в Гватемале где-нибудь дети без хлеба, а у православных вообще пост? Начнем. Коллеги, вы серьезно? Ну, в самом деле, я знаю довольно возрастных адвокатов, которым вообще прописана диета, они ни пить, ни есть нормально уже не могут, только кашу и минералку. Какой им банкет? Неужели им это надо? Так можно довозмущаться до того, сказать, что в Кремле, чтобы, не дай бог, устраивали обеды в честь приезда президента США, допустим. Он вообще нам не особо друг, так его еще и крымским вином поить за наши налоги, уж извините. Я, кстати, вот на этом банкете, прошедшем после съезда адвокатов, был. Зашел без приглашения, надо было поговорить с одним коллегой, а мне от офиса идти 5 минут. Так вот, на входе меня ни со списком не сверили, ни пригласители не попросили, только попросили маску надеть. Столы накрыты, напитки традиционные, свободная рассадка, никаких этих вот номеров, никакого протокола, в общем, и никакой тайны. Вообще, формат банкета после важного мероприятия, будь то конференция или посольский прием, это принятая во всем мире традиция. Я был как-то на знатной вечеринке в Барселоне, организованной адвокатской палатой этого славного испанского города. После ежегодной ярмарки юридической профессии. Такое вот у них есть мероприятие для адвокатов всего мира. Они там его проводят. Кстати, очень круто придумано и организовано. Так вот, меня под патронаж взял испанский адвокат из Валенсии по имени Ферран. Говорит, ты держись меня на ужине. Он говорит, ужин для знатного мероприятия это круче самого мероприятия, потому что можно пообщаться. И это старая европейская традиция, которой никто не гнушается, не стыдится и по этому поводу не злословит. Ну и действительно, адвокатская палата Барселоны организовала ужин в Конгресс-холле, там было около 1000 человек. Вот Ферран ходил, тыкал пальцем в вип-персон адвокатской Европы, знакомил меня с президентами палат испанцами, немцами, французами. Что меня позабавило, так это то, что из 4 20 таких метровых столов с яствами различной кухни опустел сразу почему-то испанский, а на нем был только хамон, ну там оливки может быть еще. Это как, слушайте, если бы в России на международном форуме юристов накрыли стол только из одних пельменей, и его россияне сразу бы начисто подмели, несмотря на обилие заморских блюд. На том мероприятии был испанский премьер, министр юстиции, потому что они бывшие адвокаты. Кстати, если кто не знал, Дмитрий Медведев и Александр Бастрыкин тоже адвокаты. Но на ужине, вот этом вот, о котором мы говорим, в Арбат-холле, 15 апреля, посвященном 10-му юбилейному съезду адвокатов, я не заметил вот этих властных юристов. Потому что, вероятно, пока слишком далеки наши полюса, хотя мы один шарик крутим. И еще долго никто из властных не появится, если мы будем вот так куском хлеба друг друга попрекать. А знаете, почему я хотел бы, чтобы серьезные властные дядечки пришли на такое вот неформальное общение с адвокатами, ну вот на такой ужин, для примера. Вот придет Путин
на ужин в ФПА, значит и ко мне придет мой друг из чиновников на мой ужин или там на кофе, а не будет писать кому-то там докладную, почему он встречался неформально с адвокатом и кто за кофе платил. Я ведь, честное слово, не коррумпирую того же знакомого прокурора, а обсуждаю толкование одних и тех же правовых коллизий в нашей практике. И так получается, что за неформальным общением это эффективнее для обоих. Так что ужины я бы поощрял и даже спонсоров бы поискал из числа наших доверителей. Ну а почему нет? Это по примеру посольских балов за границей. И в завершение. Каково это быть организатором съезда, когда тебя не хвалят, а только хулят? На мой взгляд, съезд прошел демократично, очень, так, даже местами душевно. Были дискуссии. Всем дали возможность высказаться, тем, кто поддерживает в общую линию Федеральной палаты адвокатов, и одному единственному делегату, представителю одной известной палаты тоже дали возможность высказаться, и он все, что хотел, все, что думал, о нас тоже сказал. Мы практически все решения приняли таким очень демократичным способом, называется этот способ голосования, да? И вы знаете, по-моему, больше половины решений съезда или около половины решений съезда были приняты не единогласным голосованием. И меня это лично воодушевляет. Кстати, я должен отметить, что по одному из вопросов, который выносился на голосование съезда, это одна поправка в Кодекс профессиональной этики, я оказался с некоторыми своими коллегами в меньшинстве. И это тоже здорово, меня это нисколько не печалит и даже наоборот вдохновляет. Поэтому мы подвели итоги двухлетнего этапа нашей очень кропотливой, напряженной работы. Эти предшествующие годы были непростыми, на них пришелся пик пандемии. Что будет дальше, мы не знаем, но предыдущие 2 года были непростыми. Мы отчитались, это Совет Федеральной палаты адвокатов перед съездом о проделанной работе. Отчет роздан всем, отчет находится на сайте Федеральной палаты адвокатов, и вы можете убедиться, какую большую объемную работу мы сделали по многим и многим направлениям. Поэтому нам, Совету и мне, как президенту Федеральной палаты адвокатов, было совсем не стыдно выходить на суд своих товарищей. Ну, суд, конечно, в кавычках, и поэтому съезд прошел, съезд неплох, съезд рабочий. И я думаю, что российская адвокатура находится в таком состоянии очень своего здорового развития. Сам факт наличия коллег, которые не совсем и не во всем с нами согласны, он тоже нас немножко вдохновляет. Кстати, им большое спасибо, они приложили, судя по всему, большие усилия, такой максимум усилий для того, чтобы обратить на адвокатуру внимание, с негативной, конечно, точки зрения, они старались выставить нас перед общественностью. Но в результате последние 2 недели перед съездом только ленивый не писал о поправках в Кодекс профессиональной этики, о том, что происходит в российской адвокатуре. И в конце концов это, по большому счету, все равно нам на пользу. Всем спасибо, все здорово, живем дальше, работаем дальше. Всего доброго. Ну что ж, коллеги, могу только присоединиться и пожелать всего доброго. Не уверен, что кто-то был на торжественном концерте, посвященном состоявшемуся съезду КПСС, а вот я был. В 1986 году по случаю 27-го съезда партии, уже тогда управляемой Горбачевым, и на этом съезде был принят последний в СССР 5-летний план 12-й пятилетки. Что я там делал? Хлопал в ладоши примерно минут 15, вот так. Я тогда был курсантом военного училища, и в составе нашего батальона был переодет такие в синие спортивные штаны, красную футболку, кроссовки Adidas, которые, кстати, нам разрешили оставить себе бесплатно, что было крайне приятно. И вот я что подумал. Адвокатура сравнительно молодой институт по сравнению с государством. В истории государства сотни веч, заседаний дум, партийных съездов, каких-то международных конгрессов, собраний, форумов. А у нас всего прошел 10-й съезд. Это как можно сравнивать? Что такое выступление на съезде президента ФПА в преддверии ежегодного послания президента России Федеральному собранию? Ну, лучше команданта Фиделя Кастро тогда, в 1986 году, и не скажешь. Это то, что я между строк прочел в комментарии нашего коллеги Юрия Пилипенко в 2021. Внимаем гордому классику. Дорогой товарищ Фидель Кастро,
В канун 27-го съезда КПСС состоялся съезд вашей героической партии. Можно ли говорить, что кубинские коммунисты, как и советские коммунисты, испытывают одинаковые чувства оптимизма, энтузиазма и надежды? Por supuesto que sí. Конечно. Él dijo no, el Congreso de nuestro glorioso partido. Вы сказали, что съезд нашей Nuestro славной partido партии. es nuevo, es joven. Но наша партия молодая, новая. Y yo reservo la palabra glorioso para el partido soviético. Я бы, пожалуй, оставил славная партия слово для Nuestro partido es советской un partido партии. nuevo.